5 главных советов при продаже автомобиля. Интересно? Смотрим дальше. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз. Всем привет, меня зовут Виталий, и сегодня я дам 5 рекомендаций, что нужно вам сделать при продаже своего автомобиля. Ведь продать свой автомобиль проще, чем вы думаете. Но вам все равно нужно знать несколько вещей, прежде чем заключить сделку. Не продавайте свой автомобиль, как он есть, наклеив на него ценник и разместив рекламу в интернете. Единственный случай, в котором вы должны продавать свой автомобиль в том состоянии, в котором он есть, это если с вашим автомобилем возникли огромные проблемы, на устранение которых потребуется $1000. Конечно, в этом случае вы получите намного меньше денег за свой автомобиль, но даже в этом случае есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы получить лучшую цену за свой автомобиль. И я думаю, вы досмотрите видео до конца и прислушаетесь к моим 5 лучшим советам. Я думаю, вы знаете, что есть всевозможные стратегии, чтобы получить за свой автомобиль на несколько сотен или даже несколько тысяч долларов больше, когда вы его выставили на продажу. И способы, с которыми вы можете это сделать, требуют немного спланировать дополнительно своего времени и денег с вашей стороны. Сейчас я вам дам самые актуальные рекомендации по продаже своего автомобиля. И первую, которую я бы хотел обозначить, это избегайте дилеров, а именно автосалоны, занимающиеся покупкой и продажей автомобилей. И если вы попытаетесь эту машину в одном из салонов, то вы точно должны знать, что они предложат вам самую низкую цену на покупку вашего автомобиля. Ведь таким образом они могут перепродать машину на своем участке, назначив при этом более высокую цену. Из-за этого вы понимаете, если вам позвонили перекупы, значит за свою машину вы просите меньше, чем она реально стоит в той области, где вы ее продаете. Вторую рекомендацию я бы отметил, это очень важную вещь – уборка автомобиля. Несмотря на то, что автомобиль может быть проблемный внутри, вы всегда можете получить больше денег при продаже автомобиля, если сделаете его презентабельней снутри и снаружи. Это означает, означает натирание автомобиля воском, чистка сидений пылесосом, удаление наклеек с бампера и так далее. Вы можете даже перекрасить свою машину, если в действительности хотите произвести впечатление на покупателя. Или, по крайней мере, перекрасить сильно поцарапанные места бампера. Ведь рекомендации – это небольшой мелкий ремонт. К примеру, если в автомобиле есть незначительные проблемы, как нерабочий стоп-сигнал или неисправная свеча зажигания, попробуйте сделать себе одолжение и сразу же устранить эти проблемы. Также неплохо было бы исправить вмятины и царапины на внешней стороне, ведь убрать их не будет стоить вам слишком больших денег, и это улучшит функциональность вашего автомобиля для покупателя. Четвертому совету я бы порекомендовал вам заехать на станцию технического обслуживания и сделать диагностику вашего автомобиля. И пусть это СТО выставит вам счет на те поломки, которые могут сломаться в ближайшее время. И вы понимаете, что в смету могут входить не все поломки, но это будет большим аргументом для покупателя, что на самом деле поломано в этом автомобиле. И если вы сделаете это, то это точно поможет убедить покупателя, у которого есть сомнения по состоянию вашего автомобиля. Только не игнорируйте в смете то, что и так явно видно, что под замену, либо поломано. Ведь то, что будет написано на бумаге, даст более уверенность покупателя для заключения сделки, при условии, что в отчете будет очень мало проблем. К 5-й рекомендации к быстрой продаже автомобиля я бы попросил вас обратить внимание на сравнение цен.
Не просто придумайте продажную цену за свой автомобиль. Проведите небольшое исследование в интернете и посмотрите, сколько стоит поддержанная машина, такая, как у вас. Также не поленитесь заглянуть на веб-сайты салонов, чтобы узнать цены у перекупов. Каким образом вы будете в конечном итоге устанавливать слишком высокую или слишком низкую цену на свой автомобиль, а затем тратить свое время, пытаясь продать его или продать очень быстро или понести убытки. Ведь я думаю, вы понимаете, что самое сложное в продаже автомобиля, что автомобиль в нормальном рабочем состоянии. Ведь все понимают, что если у вас в автомобиле хороший двигатель, то все остальные проблемы или недостатки можно решить совсем небольшими затратами. Конечно, если покупатель умеет что-либо делать своими руками и сможет сэкономить дополнительные деньги на ремонт. По-быстрому подшаманить недоделки, ведь для таких покупателей зачастую не самое главное то, что он с легкостью может сделать сам. И если вы вдруг попались на такого, то я думаю, вы сможете ему объяснить что-либо, как можно быстро починить ту или иную запчасть, без особых проблем, дать ему уверенность, что он это сможет сделать сам в очень короткий срок и не за большие деньги. Хотя, сами понимаете, там уж как получится. Так что я думаю, мои рекомендации вам будут полезны. Так что поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. И до новых встреч! Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз.